Величественное творение природы, охраняемое веками и хранящее в себе тайны прошедших эпох, омываемый лучами восходящего солнца и мерцающий в свете звезд, каньон становится еще более прекрасным и манящим. Ветер шепчет ему свои истории, а эхо разносит шаги тех, кто осмелился ступить на его тропы. Друзья, предлагаю вам сегодня вместе с нами отправиться на Чарынский каньон в долину замков. My fingers ran with blood. Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я рада вас приветствовать, и сегодня наше приключение состоится на Чарынский каньон. Так что не переключайтесь, будет интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Погнали! Из Алматы до Чарынского каньона можно добраться как на своей машине, так и арендовать автомобиль или нанять машину с водителем. Также в Алматы есть групповые туры, которые отвезут вас вместе со всеми остальными путешественниками на Чарынский каньон. Время на дорогу займет чуть больше 3 часов. Дорога на Чарынский каньон пролегает через Кульжинскую трассу, по которой следует проехать на автомобиле 110 километров до развилки Челек. Следом необходимо повернуть направо, в сторону села Байсеит. Село Байсеит пользуется большой популярностью у туристов. Тут вдоль дороги сосредоточен самый настоящий придорожный восточный рынок. Здесь практически круглосуточно идет бойкая торговля фруктами, овощами, свежей выпечкой и так далее. Поэтому, попав сюда, вы сможете лучше почувствовать весь колорит и атмосферу этого места. Проехав село Байсеит, далее необходимо ехать до следующего поселка Кокпек. Маршрут до Чарынского каньона пролегает через горно-живописный перевал Кокпек. Здесь вы можете ехать и наслаждаться потрясающими видами на горную местность. Через 23 километра после поселка Кокпек необходимо будет повернуть налево. На дороге появится указатель «Чарынский каньон». И вот нам остается буквально 10 километров до поста. Так, здесь мы останавливаемся и идем платить. Друзья, я вам рекомендую брать наличные средства. Дело в том, что вы не сможете оплатить картой или через QR Каспи-банка. Каньон Чарын расположен на территории Чарынского национального парка, созданного с целью сохранения природных и геологических объектов. Национальный парк был образован 23 февраля 2004 года. Так, ну что ж, я заплатила. Вышла у нас с машины 2200. Ну, как я поняла, с человека 500 с чем-то тенге. И сколько-то там 0 целых МРП с машины. Так, сейчас я тоже чек покажу. Да. Мне тоже чек показывать? Да. 754. Все. И открылся шлагбаум, и мы въезжаем на территорию Чарынского каньона. Ура! С центрального входа в каньон есть бесплатная парковка. Будьте готовы к тому, что места может не оказаться. Так, все, ура, нашли место. Ну, хотя здесь вот еще 2 свободных есть. Ну все, начинаем наш маршрут. В 2023 году на Чарынском каньоне открылся визит-центр Чарын, где посетители могут получить информацию о парке и достопримечательностях. Погода просто классная, идеальная. Тепло, все в майках. Чарын. В числе услуг визит-центра групповые и индивидуальные экскурсии с профессиональными гидами.
В визит-центре есть смартовая площадка, места для отдыха, информационная стойка, кафе, сувенирная лавка и санитарные гигиенические узлы. Туристы также могут здесь арендовать снаряжение для похода. С открытием визит-центра Чарынский каньон стал еще доступнее. Всякие магазинчики. Так, ну это мы на обратке пойдем, зайдем и посмотрим. Смотри, какой-то камень старый. Это древний камень. Также, да, на прокат можно взять. QR сканируешь и все. Кому лень ходить. А здесь вот такие домики. Как они правильно называются? Домики. Ой. Подходим к лестнице. Будем спускаться вниз, в каньон. Это такая белая книжка. Так, протяженность 2,5 километра. Обозначены пункты. Также есть питьевые фонтанчики. Сейчас проверим, работает ли все. И лестница. Ой, я еще когда маленькая была, сюда приезжала. Мы спускались как могли. Не было вот этого всего. Ни лестницы, ни перил. Один из самых распространенных маршрутов среди путешественников является ущелье Долина замков. Протяженность более 2,5 километров. Хорошо натоптанная тропа с небольшим уклоном в течение часа приведет вас к настоящему оазису на берегу реки Чарын. Все, давай, садимся на буханку. Стоимость такси на человека выходит 500 тенге. Но, к сожалению, мы народ не ленивый. Мы пойдем пешком. Я не брала никакие шляпы, ни кепки, потому что я сюда приехала получать витамин D. Маршрут легкий, 2,5 километра. Набор высоты здесь вообще минимальный будет. И да, это не Америка. This is Kazakhstan. У нас сегодня запланирована прогулка и пикничок возле речки. Сейчас мы дойдем до речки. Это похоже на дракона. Будем наслаждаться сегодняшним днем. Кстати, сказали, что сейчас сезон скорпионов, змей, пауков. Поэтому также будьте осторожны. Здесь есть клещи. Так, ну это у нас быстрый обзор Чарынского каньона. Друзья, но все же я вам рекомендую спуститься вниз самостоятельно, потому что на машине вы не сможете разглядеть всей красоты в точности. Перед посещением Чарынского каньона необходимо обязательно купить воду и еду. Несмотря на то, что на территории ущелья есть кафе, заведения могут не работать ежедневно. Как будто сейчас отвалится. Скоро, да. Прям. Ой, чуть трогаешь уже. Блин, опасно немножечко стоять. Вон, смотри, там уже вот такая трещина пошла. Каньоны – это чудеса природы, на создание которых необходимо миллионы лет. Наш Чарынский каньон входит в рейтинг самых грандиозных каньонов мира и занимает 7-е место. Смотри, как будто как корабль. Давай, говори привет, мои подписчики. Ну, я уже сказала. Просто не услышали подписчики. Давай. Так, ну что ж, за ваши деньги любой каприз. Смотри туда. Такие сделали классные беседки, но я думаю, что если еще жарче будет, они будут актуальны. Так. Здесь рассказывается про наших героев, батыров. Чарынский каньон начал формироваться около 25 миллионов лет назад. Тогда на этом месте было огромное Илийское озеро. Возраст осадочных пород на месте озера около 12 миллионов лет. Ну вот, собственно, питьевой фонтанчик. Сломали. 2 года назад приезжали, все работало. Каньон специально обустраивался для посещения туристами. Для пеших туристов через каждые 300 метров поставлены скамейки для отдыха.
Также установлены информационные таблички о рассказе об этом удивительном месте. Почти все каньоны и ущелья овеяны тайнами. Конечно, много байк ходит и вокруг Чарынского каньона. Люди воспринимали этот разлом земли как врата в недра, где живут многочисленные духи, которых нежелательно беспокоить обычным смертным. Поэтому, изучая каньоны, археологи очень редко находят следы древних людей. Зато внутри каньона в изобилии ученые находили кости животных. По легендам, каньоны охраняются злыми духами. Они заманивают животных к обрыву и скидывают их. На самом деле мы знаем, что вовсе не духи загоняли животных в пропасть, а волки. Это у них была особая тактика. Стая окружала животных и гнала его к каньону. Когда жертва падала и разбивалась о скалы, волки устраивали себе внизу кровавый пир. Исчезновение людей, о которых говорят старейшины и местные жители, можно также объяснить присутствием волков. Ученые предполагают, что на территории каньона действовали красные волки – элита хищников. Некоторым частям каньона даны местные названия – Чертово ущелье, Урочище ведьм, Каменный мешок, Лунный каньон. Им придается особое значение, считается, что тут обитают духи, в этих частях каньона слагают легенды. Также можно заметить, что осадочные породы, ранее отколовшиеся, теперь спокойно лежат внизу. Эти, да, давно лежат, откололись. Я надеюсь, там людей не было, людей, животных. Потому что не хотелось бы, конечно, попасть, потому что это стопудово мгновенная смерть просто, все. Ох. Сколько ж миллионов лет прошло, что вот так вот он наклонился. Глубина каньона составляет 200 метров. Высота отвесных гор каньона достигает 150-300 метров. Может, какой-нибудь скорпион встретится, не знаю. Змеи тут также есть. Долина замков производит поистине потрясающее впечатление. Непередаваемая атмосфера нереальности и мистики, ощущение остановившегося времени и прикосновение к одной из тайн природы, которыми она милостливо разрешила любоваться, дабы еще раз продемонстрировать людям свою мощь и силу. Так, здесь сужается уже. Буханку заснять? Ну-ка, давай, буханка, появись. Так. Давай. Опасное развлечение, конечно. Звезда. Такая вот Вау! Вот еще. пещера. Здесь прям шли и заметили, что здесь вот такой осколочек. И вот, как будто вот упадет сейчас. А оно может быть лет через 10-5. Там. Чего ж такое? Тут такие красивые цветочки на горе. Сфотографировать. Так, прям очень красиво. Вживую, конечно. Восток отдаленные скалы вот эти. Подмоги не забываем смотреть. Ландшафтное разнообразие Чарынского каньона обуславливает многообразием флоры и фауны. Здесь произрастает более 1500 видов растений, 17 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. Вот, кстати, с обзорной площадкой. Хорошо, что с собой взяли воду, потому что фонтанчики. Так, здесь вот один был, который не работает. Также имеется такая солнцезащитная беседочка. И вот красивые цветочки. Такой красивый кусочек откололся. Че, папа, все? Да. Уже речка.
Смотри, какие прикольные штучки. Только да, не ломай. Можно такое построить. Берешь вот так вот камушки, складываешь. Тоже вот так вот камушки кто-то поставил красиво. Ой, батюшка. Осторожно, ты чё? Не трогай, зайка. Пойдем, подножки смотри. Так, туалет есть. Написано бесплатно. Я вижу отсюда, что питьевые фонтанчики перестали работать, потому что кто-то их сломал. Так, все, мы дошли. Сейчас у нас будет пикник. Да, доченька? У нас тут картошечка отварная, сосиски, вкусняшки, бутербродики вкусненькие. Вафельницы делали. Напитки. Сели мы в красивом месте. Слышно речку. Людей мало. Сейчас будем кушать и потом гулять, отдыхать. Чаирынский каньон – это уникальнейший объект природного наследия не только в Казахстане, но и в мире. Природообразование столь величественного объекта связано с эпохой палеогена, когда под влиянием тысячелетних воздействий климата в процессе выветривания мягких осадочных пород сформировались совершенно особенные геологические формы рельефа, а именно останцы и природные скульпторы, напоминающие средневековые замки, башни, часовни. Прежде всего, архитектором этого естественного шедевра ученый называет деятельность разрушительных ветров. Они выдували рыхлые горные породы, превращая их в песок. Аналогично ветрам, вода и гравитация выступают здесь также непосредственными художниками, изображая для туристов все грандиозные линии своего творчества. Работу воды по сей день продолжает и солнце. Все три стихии образуют союз времени и природы. Этот искусный скульптор не останавливается ни на миг, чтобы отдохнуть и взглянуть со стороны на таинственные и притягательные результаты своей деятельности. Река Чаирын является левым притоком реки Или, самой крупной реки Семиречья. Длина реки Чаирын 255 километров. Предки наделяли эти места мистической силой. По легенде, в ущелье ведьм запоздавшего путника подстерегали ведьмы. Их смех был настолько зловещен, что заставлял беднягу броситься в бездонную пропасть. В этом ущелье в ветреный день на самом деле можно услышать звуки, похожие на жуткий смех. В скальных осадочных породах много скользких отверстий, что превратило их в своеобразные духовые инструменты. Понятно, что в пропаже путников повинны не злые духи. В лабиринте скал легко потеряться. Опасность таят и бурные воды Чаирына. В мае 2021 года грязевой селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий, в результате чего пострадали 6 человек и 2 погибли. Вкусно? Алиса? Да. Ну, тут дружочек пришел. Дружочек, давай попозже, ладно? Обязательно тебя угостим. Хорошо? Не переживай, угостим. Опа, ой. Привет. Не надо гладить, Алис. Ты сначала покушай, А потом ты гладишь? папаша наш идет. Какая речка? Речка Чаирын. Ну как? Ничего себе было. И как водичка? Как огонь. Я пойду. Ну а здесь просто уединение. Можно, кстати, приехать и помедитировать.
Река фантастическая. Так, ну все, покушали. И потихонечку сейчас будем подниматься наверх. Так что я очень рекомендую вот так вот с семьей сходить, взять покушать, что-нибудь такое легенькое. Жарить шашлыки здесь запрещается. И вот так вот отдохнуть, полюбоваться природой и вкусно покушать. Вот здесь, кстати, остановка. Приезжает сюда буханка. Вот она едет. И можно подняться на ней, также спуститься, но за определенную плату, конечно. Назовем ее «Гармония с природой». Так, ну-ка. Ну, давай, Станислав. Во, все, на память оставим. Вот эта глыба. Отделена такая. Вот упадет, и он уже прям на грани. Красота. Идут мои красавцы. Проходим красивый туннельчик. Вот такая самодельная беседочка с таким шикарным видом. Фауна местности представлена 62 видами животных. Встречаются лисы, зайцы, горные козлы, горностаи и суслики. Ну, у нас уже здесь финишная прямая. И остался нам последний рывок. Опа! Дорога назад заняла у нас приблизительно около часа, ведь мы шли и наслаждались потрясающими видами Чарынского каньона. Так, это мы вовнутрь зашли. Такие красивые локации. Геология. Так, фауна. Ну-ка, ищи, кого мы видели. Ух ты, кто здесь, смотри, манул. Корсак, тек. Ну, скорее всего, они ночью выходят, когда никого нету. Вот, интересная такая картина, то, что курить и мусорить нельзя на природе. О, это вот этот камушек, который мы снимали на квадрокоптере. Вот, смотри, дочь, это... Да, нельзя, видишь? Змеи тоже здесь есть. Здесь такой магазинчик можно купить. Аренда. В аренду можно взять вещи. Ну, вот, собственно, чай можно горячий попить или кофе. Мы пойдем сейчас искать туалет. А, вот здесь туалет. Забравшись наверх, мы решили теперь погулять по верхней тропе, которая составляет 1,5 километра, и с нее открываются потрясающие виды на Чарынский каньон. Так, теперь пойдем посмотрим, что на верхней стороне у нас находится. Людей здесь, кстати, поменьше. Ну, здесь приятно ходить, потому что дует ветерок такой прохладненький, прям шикарно. Ребята, смотрите, за мной Чарынский каньон. И сегодня, если вы поставите лайк за 3 секунды, что вы подпишитесь на канал и нажмите прямо на колокольчик. Молодцы, вы нажали прямо на колокольчик. Природа Казахстана – это настоящее сокровище, которое следует беречь и защищать. Ее уникальные ландшафты, богатство флоры и фауны делают нашу страну поистине удивительным местом. Вместе с тем необходимо приложить усилия для сохранения этого природного богатства, чтобы и будущие поколения могли наслаждаться его красотой и уникальностью. Друзья, ну а наше видео подходит к концу. Спасибо большое, если вы досмотрели этот ролик до конца, а также поставили лайк и подписались. Увидимся в следующих частях.